Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. В Китае началось массовое производство ядерных батареек. Заявленный срок службы 50 лет без подзарядки. Батарея не выделяет радиацию, а в конце жизненного цикла превращается в обычную медь. Борис Леонидович, это что получается? Китай обошел планету всю, и они уже открыли новый закон сохранения энергии? Или нет? Ну, давайте по порядку. У нас в последнее время из Китая раз за разом приходят какие-то сенсационные сенсации, неожиданные, внезапные. Зачем нужна батарейка с таким сроком службы? Ну, в принципе, поменять батарейку, если у вас в руках какой-то гаджет, особых проблем не составляет, точно так же, как перезарядить, если мы говорим там о ноутбуках, о всевозможных смартфонах и так далее, и так далее. Вот куда, для чего? Ответ, в принципе, очевиден, но дали его медики. Им такие источники питания требуются для кардиостимуляторов. Потому что если поменять батарейки в фонарике это за несколько секунд, то поменять батарейку в кардиостимуляторе – это операция. Это человеку скрывают грудную клетку и так далее, и так далее. Это и для человека, мягко будет сказано, нагрузка, когда каждые несколько лет тебя кромсают, чтобы поменять какую-то батареечку. Ну и, соответственно, уж извините за цинизм, но и для бюджета. Бюджетные операции, они тоже требуют денег. А сказать, что попытки найти вот такой источник питания, более-менее бесперебойный, появились только сейчас, раньше никто этим не занимался, ну, тоже достаточно было бы глупо, потому что это неправда. Что такое радиоактивность и как ее можно использовать для того, чтобы получить источник питания? Альфа, бета, гамма радиоактивность. Давайте смотреть, что подходит. Альфа-радиоактивность – это два протона, два нейтрона, альфа-частица, оно же ядро гелия, ну, не помогает. Какой же здесь электрический ток? Гамма-излучение, гамма-квант, частица света, электрического заряда не несет от слова вообще. Остается бета-излучение. Их, собственно говоря, два, бета плюс и бета минус. Но если мы говорим о бета плюс, превращение в ядре химического элемента протона в нейтрон для сохранения, для закона сохранения заряда, у протона заряд был плюс единица, он превратился в нейтрон, заряд ноль, куда делся заряд, значит, должен образовываться позитрон. Позитрон – это, простите, частица антивещества. Судьба его крайне незавидна, аннигиляция с веществом. То есть, как только он покидает ядро атома, происходит аннигиляция, и опять же вспышка гамма-квантов, и не более того. Все. Значит, нам нужно найти какое-то химическое вещество, бета-минус радиоактивное, превращение нейтрона в протон, электрический заряд нейтрона ноль, электрический заряд протона плюс единица. Для соблюдения закона сохранения заряда нужно что-то с отрицательным зарядом. Электрон. Обычная частица под названием электрон. Первая часть размышления. Вторая часть размышления. Если электрон уносится из ядра достаточно большой объем энергии, он причиняет вред человеку. Да, от бета-радиоактивности защититься можно при помощи листа бумаги, но если у вас бета-источник находится внутри организма, защиты никакой нет. Значит, нужен некий химический элемент, вот пошел отбор, что это может быть, у которого бета-распад достаточно мягкий, то есть небольшой объем энергии, так, чтобы не причинить вреда никаким внутренним органам. При этом требуется достаточно серьезный период полураспада. Период полураспада, время, за которого период времени, за которое радиоактивность того или иного источника снижается в 2 раза. Понятно, что можно взять что-то совсем коротенькое, короткоживущее, таких много, но тогда выигрыша нет. И второй момент чисто технический. Да, вот он электрон, имеет отрицательный заряд в единицу. Как, собственно говоря, получить какой-то объем энергии? Электрон штучка маленькая, поэтому большого заряда не будет. Поэтому этот метод начал применяться где-то в начале 50-х, когда начала хорошо развиваться теория полупроводников. Идея тоже предельно простая. Электрон попадает в полупроводник, там вот все эти
переходы образуется некий заряд. Все хорошо. В 50-х годах, в 53-м, если уж совсем точно, появилась батарейка бета-цел Ларри О. Там использовался Прометий-147. И это действительно был такой революционный, на самом деле, прорыв. Период полураспада с электроном, вылетающим, все в полном порядке. Он не несет большую энергию, то есть он, грубо говоря, застревает в слое полупроводника. Идея слоеного пирога. Слой радиоактивного элемента, поверх него полупроводник. И в несколько слоев. Тоже достаточно понятно. Период полураспада Прометия 147-го 2,6 года. На выходе, после того, как происходит вот этот бета-распад, образуется Самарий 147, он абсолютно стабилен, он не радиоактивен, с ним можно работать. Период полураспада 2,6 года – это вполне достаточно для того, чтобы при нужной массе получить батарейку, которая работает 10 лет. Все совершенно нормально, казалось бы. Признали медики достаточно успешным экспериментом. И в 70-е годы в Соединенных Штатах было проведено 20 тысяч операций по вживлению кардиостимулятора вот на этом самом Прометии 147. То есть пациенты получили возможность на операцию ходить не каждые 1,5 года, а раз в 10 лет. Действительно достаточно серьезный успех, но в тех же 70-е годы американские медики запретили это безобразие. Правда, они достаточно долго придумывали, что это за безобразие. В 0,01% вот тот самый Самарий оказывается нестабилен. Есть там определенное возбужденное состояние ядра, и может произойти всплеск гамма-радиоактивности. А это, безусловно, вредно для человеческого организма. 0,01% этого хватило, чтобы медики сказали нет. В те же 70-е годы, то ли предчувствуя, что вот такой результат может произойти, то ли еще по какой-то причине, в Советском Союзе тоже начали разрабатывать ядерную батарейку. Ну, первый кандидат, который у нас в стране был, это плутоний-241. Тоже бета-минус излучение, период полураспада 14,35 года, то есть еще более серьезный срок, можно было бы создавать батарейку, которая проработает лет так 20-25. Больше того, даже такие образцы были сделаны, но выяснили медики, что это не подойдет, потому что продукт распада плутония-241 – это америций-241, он однозначно одновременно и альфа-радиоактивен, и гамма-радиоактивен. Так что никаких вариантов. Следующий кандидат – плутоний-238. С ним, да, вроде бы полегче. В 1974 году образец был создан. Проблема в стоимости. Плутоний-238 возможно работать только в ядерном реакторе. Облученное ядерное топливо, переработка, выделение чистого плутония-248 тоже ни в какие ворота не полезло. Физикам понравилось. Медики, когда оценили, во что это обходится, сказали, что советская медицина такие расходы просто не вытянет. И вот только после этого дело дошло до никеля-63. Основной изотоп никель-62, он вообще никак не радиоактивен, с ним вообще все в полном порядке. Начали работать с никелем-63. Почему? Тоже бета-минус радиоактивность, очень мягкий электрон, не несет он большого заряда, большого объема энергии, тоже вроде бы как все в полном порядке. Осталось придумать, где, собственно говоря, взять образцы вот этого никеля-63, на чем нарабатывать. В 2007 году Димитровград, научно-исследовательский институт атомных реакторов, исследовательский реактор СМ-3, наработали. Первые образцы никеля-63 появились. Здесь, собственно говоря, можно проводить прямую аналогию с ураном-238 и 235. Основной изотоп урана 238, то, что находится в активных зонах реакторов, по содержанию урана-235 обогащено до 5%.
Да, на исследовательском реакторе наработали, но процентное содержание, ну, просто очень низкое. Соответственно, получить серьезный источник не получается. Нужно добиться того, чтобы никеля 63 внутри никеля 62 было как можно больше. Больше 10 лет ушло на то, чтобы все подразделения Росатома в этом поучаствовали. На день сегодняшний все патенты получены, методика отработана. Вопрос на рассмотрение у наших медиков, когда дадут ответ, тогда и дадут. Здесь никто торопить их уже не может. Значит, наработка никеля 63 идет на Ленинградской атомной электростанции по той простой причине, что там работают реакторы РБМК, реактор большой мощности канальный, уран-графитовый. Да, это развитие признано тупиковым, но на самом деле вот все, что касается наработки изотопов, в том числе и кобальта, который необходим для гамма-ножа, который используют для решения онкологических проблем в головном мозге, РБМК-1000 – идеальный вариант. Дело в том, что замена топлива, если на водно-водяных реакторах это остановка реактора, снять крышку, аккуратно переставить топливо, то РБМК отличается тем, что смена топлива происходит на ходу. Там, разумеется, труд человека не используется, работают перегрузочные машины и в определенном порядке меняют местами или ставят новые стержни. Реактор РБМК 1000, он большой по размерам, и работает он приблизительно так же, как русская печка в доме. У вас в доме тепло, но это не мешает поставить чайничек и вскипятить воды. В технологические каналы опускается нужный химический элемент, через нужное время извлекается, в нем наработан тот или иной изотоп. Крайне удобно. Больше того, на самом деле, если говорить об экономической составляющей, то это наиболее разумный вариант, потому что создавать исследовательский реактор, который заточен только на создание никеля 63, но это просто дорого. Напомню, что средняя стоимость исследовательского реактора колеблется где-то в районе $500 миллионов. То есть первый шаг у нас в России, ну, по экономической составляющей минимальный. До обогащения вот этот образцы никеля 63 вместе с основным химическим, с основным изотопом 62-м переводится в Красноярский край на газовые центрифуги. Это, соответственно, город Зеленогорск. Дальше совместными усилиями с горно-химическим комбинатом, там же в Красноярском крае, в Железногорске, вот добились максимальной активности источника никель-63. 80 кюри на грамм. Кюри, граммы. Ну, в одном грамме российского никеля-63 за 1 секунду происходит 3 триллиона бета-распадов. Чтобы понятно было, о каких величинах речь идет. Такого обогащения никто не добивался. Данные по этой китайской батарейке, мягко будет сказано, отличаются. Ну и чтобы до конца была понятна технология, вот вылетел электрон, но у него объем энергии, который он переносит, настолько низок, что он может быть поглощен самим никелем, то есть вообще не выйти из образца. Для того, чтобы этого не происходило, слой никеля 63 должен быть как можно тоньше. В героическом городе Подольске на научно-производственном объединении «Луч» добились слоев вот этого никеля 63 толщиной 2 микрона. Я не знаю, там обычно сравнивают с человеческим волосом, но это 1/100 человеческого волоса, вот как-то так. И последний этап – слои полупроводника. Здесь задача точно такая же. Этот слой полупроводника тоже должен быть максимально тонким. Здесь уже МФТИ и есть у нас такой технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов. Еще 3 года работы, и появились алмазные пластины толщиной 10 микронов. Искусственный алмаз аккуратно расслаивается. Вот это то, что у нас известно. В 2021 году все работы закончены, все патенты получены, технология отработана, Росатом готов приступать к производству.
Но что касается цены, по ценам 2021 года получилось порядка 200 тысяч рублей за грамм этого никеля 63-го. И здесь уже, ну, понятно, что такие моменты, которые обсуждаются где-то уже на уровне правительства, что выгоднее продолжать проводить операции по замене батареек в кардиостимуляторах или согласиться на то, что будет дешевле ставить вот в качестве источников питания вот этот никель-63. Если говорить о показателях, то то, что сообщили китайцы, громко прозвучало, удельная энергоемкость вот этой китайской батарейки БВ-1000, БВ-100 составляет 3,3 ватта в час на грамм, в 10 раз больше, чем у литий-ионных батареек. Ну, в переводе на русский, при напряжении в 3 вольта сила тока 1/1000 вольта. Я не знаю, что делать с этими батарейками, я не очень понимаю. То есть для того, чтобы заменить батарейку пальчиковую АА, потребуется около 1000 вот таких батареек. Размер у них 1,5 сантиметра на 1,5 сантиметра и 5 5 миллиметров толщиной. Ну, куда? 100 таких батареек для того, чтобы у вас фонарик работал. В результате вот всей этой работы, давайте еще раз цепочку пройдем. На Ленинградской атомной электростанции нарабатывается никель-63, в Зеленогорске и в Железногорске идет обогащение по содержанию никеля-63, в основном изотопе никель-62. После этого переезд в Подмосковье на научно-производственное объединение «Луч», чтобы получить слои этого никеля-63. И в городе Москве на базе МФТИ алмазные подложки толщиной 10 микрон. Вот все это вместе взятое дает себестоимость производства 100 грамм никеля 63 в 200 тысяч рублей. Это показатели на 2021 год. Мне сложно сказать, сейчас стало дешевле, дороже. И обратить внимание, что это не в долларах, а в рублях. Что больше нигде ничего подобного не делают. Не делают в основном из-за того, что уран-графитовые реакторы РБМК-1000 энергетические имеются только в распоряжении Росатом. В Китае нет. В Китае, если это производство началось, значит, создан исследовательский реактор, на котором идет наработка вот этого никеля-63, и однозначно себестоимость значительно выше. Поэтому говорить о том, что начнется массовое производство, что тут будет происходить, ну, очень сложно. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Все новости проекта появляются прежде всего именно там. Всем всего доброго.